Прочный внедорожник, появившийся в 1979 году и получивший статус брутализма, стал электрическим. Компания Mercedes-Benz представила давно обещанный электрический вариант культового внедорожника Гелендваген с 4 тяговыми электродвигателями и способностью танкового разворота. Его официальное название – G580 с технологией EQ. Таким образом будут называться и будущие электромобили от Mercedes. Электрический G-класс оснащается 4-моторной электрической трансмиссией мощностью 579 лошадиных сил. Каждый из электромоторов развивает 145 лошадей, что в сумме обеспечивает крутящий момент 1164 ньютон-метра, который разгоняет роскошный квадратный внедорожник до 100 км в час за 4,7 секунды. Но в Mercedes говорят, что настоящим приоритетом были внедорожные характеристики. И в результате G580 EQ может превзойти традиционные модели G-класса с ДВС на бездорожье. Каждый из 4 двигателей имеет собственную двухступенчатую коробку передач, включая ряд с низким передаточным числом. Трансмиссия G580 не нуждается в традиционных блокировках дифференциала. Вместо этого использует индивидуальный контроль над двигателем, чтобы справиться со сложными ситуациями. Автоматика позволяет электромобилю при наличии достаточного сцепления с поверхностью взбираться на 100% уклоны. Внедорожные трюки включают в себя G-Turn, как Mercedes назвал танковый разворот, который позволяет G580 вращаться на месте. Активировав эту функцию, водитель может задавать его направление удержанием подрулевого лепестка и педали акселератора одновременно. Как только он отпустит или педаль, или подрулевой лепесток, машина перестанет поворачиваться на месте. Представители Mercedes-Benz убеждены, что функция реально поможет на бездорожье, когда развернуться из-за возникшего непреодолимого препятствия нужно будет в узком пространстве. Независимое управление тягой на каждом из колес позволяет сокращать радиус поворота на бездорожье, а не только разворачиваться на месте. Система G-Steering поворачивает внедорожник вокруг одного колеса, чтобы значительно уменьшить круг поворота. Также есть режим ползучего движения для передвижения по действительно сложной местности, который может снизить скорость до уровня ниже скорости пешехода. Предусмотрены и уже знакомые покупателям современных внедорожников ассистенты типа системы спуска и подъема на гору, прозрачного капота, системы кругового обзора и внедорожного круиз-контроля. Аккумуляторная батарея емкостью 116 кВт-часа, взятая из седана EQS. G580 может заряжаться со скоростью 200 кВт. Корпус тяговой батареи интегрирован в раму лестничного типа. Днище внедорожника снизу защищено композитным листом массой 56 кг, способным выдерживать серьезные удары. По данным европейских СМИ, батареи хватит всего на 470 км хода по условному циклу WLTP. Это неплохо, учитывая аэродинамику как у холодильника, хотя коэффициент сопротивления снизился с 0,48 до 0,44. И колоссальную снаряженную массу 3085 кг, что на 600 кг больше, чем у бензинового G500. Батарея и компоненты силового агрегата полностью герметичны, что позволяет ему преодолевать 850 мм брода на впечатляющие 150 мм больше, чем может G-класс с ДВС. Причем этот уровень можно было бы повысить, если бы зарядный порт был расположен выше. Дорожный просвет увеличен до 248 мм. Углы въезда и съезда составляют 32 и 31 градус соответственно, поперечная устойчивость – 35 градусов, продольная – 45 градусов. В салоне достаточно лучей в темном царстве, ведь компанию атмосферной подсветки с 64 оттенками составляют 2 12 и 3 дюймовых монитора на передней панели, один из которых заменяет собой приборную панель. Предусмотрена возможность синхронизации со смартфоном при помощи Google Android Auto и Apple CarPlay, а также подключения разной электроники через порты USB-C. Голосовой помощник научился понимать больше команд. Развлекать задних пассажиров могут 2,11 и 6-дюймовых дисплея, устанавливаемых на подголовнике передних кресел. Зона посадки и выхода при открытии дверей в темное пространство подсвечиваются фирменными логотипами, проецируемыми на землю. Машину можно оснастить и встроенным видеорегистратором, позволяющим просматривать записи на дисплее штатной мультимедийной системы.
Но вы все равно должны доплатить за бесключевой доступ, подстаканники с регулируемой температурой, объемный звук, бурмистр 3D и систему камер, которая виртуально делает капот прозрачным, позволяя максимально точно передвигаться по бездорожью. Акустическая система может не только развлекать пассажиров, но и раздражать окружающих, поскольку функция G-Roar имитирует звук работы классических двигателей, традиционно использовавшихся на моделях G-класс предыдущих поколений. Впрочем, интенсивность внешнего звукового сопровождения можно регулировать. Многие события также сопровождаются звуковыми оповещениями для удобства обратной связи с водителем. Машина также снабжена и приличным набором электронных ассистентов. Помимо движения по шоссе и городу в полуавтоматическом режиме, они позволяют упрощать маневрирование на парковке. Поиск свободных мест на стоянке осуществляется на скоростях до 35 км в час. Акустическое воздействие на обитателей салона может осуществляться даже в аварийных ситуациях. Специалисты Mercedes-Benz утверждают, что при неизбежности аварии машина способна заранее издавать звук, заставляющий мышцы ушного канала человека кратковременно сокращаться для защиты среднего уха от шумовой перегрузки в момент аварии. Система преднатяжения ремней безопасности тоже присутствует. В Германии он стоит от 142 600 евро в базовой комплектации, что ставит его между G500 и G63 с двигателем внутреннего сгорания, хотя за него можно заплатить гораздо больше. Опциональный пакет AMG Line добавляет 20-дюймовые колесные диски AMG, подножки, отделку из нержавеющей стали и спортивный руль. Стартовая модель Edition One обойдется в 192 500 евро и доступна только в 5 специальных цветах, включая южно-морской голубой Magnum. Mercedes-Benz в 2030 году прекратит производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Все новые модели со следующего года будут работать исключительно на электробатареях. На этот переход компания выделит 40 миллиардов евро. Mercedes-Benz представит 3 новых электрокара в 2025 году. Ведущие мировые автопроизводители планируют потратить почти $1,2 триллиона к 2030 году на разработку и производство миллионов электромобилей, а также аккумуляторов и сырья для поддержки этого производства. Спасибо за просмотр. Если видео было для вас интересным, оставляйте свои благодарные лайки и делитесь комментариями. Подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Всего доброго и до встречи на нашем канале.